Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад о тебе. Чего ты не видишь, что скрыто от твоих глаз и от тебя, а это, тем не менее, произойдет или будет иметь для тебя значение. Вот давайте с вами узнаем, что говорят о вас. Это будет не просто наш расклад, который вот как тайный, да, что-то, разговоры. Да, может быть, тут и разговоры какие-то идут, а может быть, это какие-то мысли человек вынашивает. Ну, такое ведь тоже бывает, да. Поэтому возьмем немножко шире. И какое решение относительно именно вас готовит задуманный человек? Какое решение относительно вас он готов уже где-то принять, склоняется к этому, а вам к чему приготовиться, как дальше сложатся ваши отношения и, в принципе, чего ждать от загаданного человека. И мы возьмем с вами 3 позиции. Загадайте, пожалуйста, трое. И пусть это будет даже, к примеру, да, 2 человека, которых вы знаете хорошо, или наоборот, вы их не знаете хорошо, и не представляете вообще, что ожидать. То есть возможен один вариант, а вот есть и какая-то все-таки тема, которая вас вынуждает сомневаться. Но самое главное, может быть, 2 это конкретных, хотя я не настаиваю, это полностью ваше право, но я бы даже сказала, что загадайте одну позицию на того человека, которого вы не знаете. Это знаете как спросить, кто идет в вашу жизнь. Или что ждет меня с этим загаданным человеком. И не обязательно это будет любовная история, вовсе нет. Это может быть кто угодно, с кем сведет судьба, вот так вот где-то. И устройтесь поудобнее, мои дорогие, позвольте себе минуты релакса. И пусть это будет тот разговор, как вас самих, собственной душой и интуицией. Итак, начали. Конечно, вначале мы делаем сигнификацию. Насколько подходит этот расклад вам, вы можете по ней сориентироваться. Какую историю нам сегодня готовы рассказать карты? Кто вы? С чем вы пришли на этот расклад, в этот день? Что вас именно сейчас, в данную минуту, больше тревожит или беспокоит? О ком? Это уж точно. Как выпадает 7 жезлов, так и знай. Это уставший человек. Уставший от какой-то многозадачности. Тот, который, может быть, вот как раз и пытается найти, ну, какое уединенное место или э, как будто, чтобы его не теребили, да, может быть, это какой-то уголок, даже дома, потому что тут очень много просьб. И где-то вы понимаете, что это как нескончаемый водопад. Тут действительно уставший человек, уставший в первую очередь, где-то и от финансовых трудностей, и еще и от того, что приходится, ну, словно быть всем удобным. Или, может быть, уже надоело вот это удобство. Вы сейчас где-то пытаетесь с учетом 7 жезлов как раз, ну, так немножечко проредить, вот, может быть, свое окружение или чьи-то хотелки, хочется сказать так. Но у вас-то самих сейчас очень сложная ситуация. Может быть, она сложная эмоционально, потому что, ну, чтобы не было, может быть, буквально там какой-то скандал, может быть, или у человека есть такой, может быть, даже рядом с вами, очень сложный. И хочешь или нет, у нас ведь и порой бывают особенности психики. Вот это серьезно, я уже более так клинически подхожу. Когда, ну, ты сколько не объясняй, ты ничего не объяснишь, это бесполезно. Начинаешь разъяснять, а это только ты на агрессию какую-то можешь натолкнуться. Увы, жизнь, она бывает разная, и вам приходится это вот в себе, да. Вообще это первый шаг к эмоциональному выгоранию. Выгорания у нас еще пока нет, но правда, что тут есть? Отсутствие взаимопонимания и отсутствие финансов. Ну, по крайней мере, я не говорю, что прямо уж совсем ничего, но у каждого, понятно, свое понимание, что такое, сколько достаточно и сколько необходимо. Но, тем не менее, всегда 5 пентаклей, недостаток денег, недостаток взаимопонимания.
Вот из какой-то сложной конфигурации вы пытаетесь сейчас для себя новую стратегию и тактику одновременно. Вы, конечно, здесь больше сейчас нацелены на то, чтобы, может быть, и уйти, да, от дачи каких-то обязательств или от какого-то действия вашего, а то, ну вот свести все это к минимуму. Потому что тут, как мы говорим, уставший человек, но именно, а что же делать дальше? Вот такие вопросы вы себе задаете. Может быть, именно поэтому вы открыли это видео, потому как нужно разобраться, чего ожидать от человека. Может быть, и люди достаточно сложные, а решение нужно принимать. Да, тут похоже, с одной стороны, хочешь не хочешь, а изворачиваться придется, мои дорогие. Ух ты, как у вас. Посмотрите, нулевой аркан мы называем хаос перед началом творения. Вот у кого-то может быть и жизненная путаница. А тут и вас жизнь как будто заставляет быть магом и волшебником, несмотря на то, что нулевой аркан, а первый аркан у нас мага, от нуля до единицы один шаг, собственно. И это колода Чаромаркетти. Он известный знаток символов, и обратите внимание, тут особенный шут. Он жонглирует всем зодиаком. Еще творение не началось. Может быть, вы чувствуете сейчас, что, а правда, вокруг меня много меняется, обстановка меняется, но она может быть связана с обстоятельствами, которые даже непреодолимой силы меня смотрят люди из разных стран. Но вы пытаетесь, вот знаете, как несколько разрозненных частей, соединить во что-то целостное. Вот вам это как будто сейчас необходимо. И это целостное, это вот именно вы сами. Нам показан человек, который очень выносливый, физически выносливый, но уставший, вот как я говорила. А ведь у вас на кону солнце, мои дорогие. Это карта выбора правильного направления. И вот сколько карт легло, таких непонятных, да, и причем все такие мелкие, да, вот как заноза иногда хочется сказать, пятерку пентаклей я так и называю. А солнце – это когда мы свою траекторию должны построить, ну, где-то в активной фазе 6-8 месяцев. Карта правильного направления, по сути дела. Так вот это направление вы пытаетесь сейчас, по сути дела, выбрать. А что еще происходит в вашей жизни? Ну, давайте. Есть какой-то человек, который кормит либо завтраками, обещаниями, либо с личной жизнью здесь тоже. Ну, есть какие-то моменты, когда, может быть, как дружба, может быть, это личная жизнь, отношения. То есть, вот знаете, что тут греет? Греет воспоминания. Поэтому вы явно, так получилось, я положила эту карту под двойка пентаклей, карты жонглера. Вот вы пытаетесь, может быть, жонглировать. Есть то доброе, то, что либо вас связывает, соединяет, или, может быть, это в виде ностальгии, но на сегодняшний день либо люди не вместе, может быть, и вместе, но какая-то глухая стена отчужденности, я такое тоже допускаю. То есть в вашем окружении какие-то отношения, как минимум, с одним человеком, которые оставляют желать лучшего, многое не прояснено. По рыцарю Пентакли как раз и хочется прояснить и что-то детализировать. Но, может быть, кстати, недавно были какие-то условия или договоренности с конкретным человеком. И вы, скорее всего, ожидали, может быть, даже как-то проявился в отношении вас конкретный человек. И явно у вас была, знаете, как надежда, что, ну, может быть, вот-вот что-то будет меняться, или человек понял, или, может быть, я не исключаю, что у кого-то по этой карте возобновились отношения, которые были прерваны. И были надежды на то, что, ну, вот как-то оно все же пойдет в новом ключе. А оно как-то очень быстро вернулось на круги своя, и вы опять разочарованы. Вы понимаете, что это только иллюзия. Вы знаете, вы завершаете какой-то судьбоносный жизненный цикл. Посмотрите, на конце у вас Верховный Жрец и на конце именно ряда второго. И карта Солнца. У вас какой-то свой путь. Значит, даже если вам пришлось отступить пару шагов назад, недавно буквально, вот именно с каким-то человеком. Я, кстати, могу предположить, что у кого-то, пусть даже это не чувств касается, а именно денег. Вверху опять же пятерка пентаклей. Ведь это может быть ваша какая-то безразмерная помощь и участие. Или пусть это ваша энергия, ваши таланты, ваши знания, мои дорогие. Это вот таланты, знания, энергия. Это все то, что мы можем переложить в ресурс денежный, финансовый эквивалент. И здесь должен быть взаимообмен постоянно. Если его не происходит, вот эта нить взаимосвязи
неизбежно рвется. Одно дело, это мы детям помогаем, мы понимаем, да, но тоже, наверное, с детьми по-разному бывает. Бывают и дети взрослые, самим уже как бы пора шевелиться, скажем так, да. Ну вот переложите на себя. Тут вот явно, как по судьбе, какой-то мы опыт проходим еще раз. Какое-то дежавю, мои дорогие. Ладно, и что еще? Карта выбора и ожидания. Либо выберу, либо еще подожду. Может быть, вот такие мысли вас сейчас посещают. А к чему же вы склоняетесь? Карта внутренних страхов. Вы боитесь что-то менять. Может быть, ну так вот складываются обстоятельства вокруг вас, что да я бы рад или я бы рада. Но пока нет предпосылок. Может быть, даже кого-то тревожит такой момент, что да тут завтра вообще не пойми, что будет, поэтому оттолкнуться как бы не от чего. Но то, что вас эта история какая-то замучила, это точно. И тем не менее, вот где-то вот эти карты — это ваше внутреннее, может быть, состояние на сегодняшний момент. Есть и выбор, есть и ожидание. Есть и, когда правда, история может касаться очень близких людей. Или это буквально родственники, может быть, это близкие люди. Или это тот человек, с которым вы строили планы, и вы его считали уже практически близким человеком. И вы в очередной раз у себя спрашиваете, неужели я опять ошиблась или я ошибся? Определенный есть опыт, который проходится не один раз, мои дорогие. И вот сейчас вам предстоит тот этап, как Иерофант и Солнце. Выбрать окончательно, куда вы идете и с кем. Ну, если это вам подходит, давайте будем смотреть дальше. Тогда точно наш расклад имеет смысл, потому что путаница ведь, правда? И если девятка мечей, карта искаженного восприятия, то тогда я могу смело сказать, это внутреннее, даже не столько, может быть, страхи, да, сколько вы сами с собой где-то запутались. Потому что, понимаете, люди, они как будто, или человек конкретный, он мыслит вот вообще в какой-то другой проекции. А вы воспринимаете, скорее всего, много карт таких выпало, когда вы что-то додумываете, анализируете, предполагаете, а потом и ожидаете. То есть мы сами какую-то построили стратегию, тактику, и мы надеемся, что она сработает. А у человека там что-то вообще свое. Поверьте, может быть, если бы мы знали, да, что же думает человек, что же он планирует, может быть, мы ахнули, даже сказали, ну надо же, как далеки мои мысли от того, что задумал этот человек. Ладно, давайте, у нас сегодня 3 позиции с вами, правда? Загадывайте. Я достану первую карту, вторую. То есть это первая задуманная персона, вторая задуманная персона. И тут человек, который вот, ну, может быть, это и третья персона, но вы из 3, по крайней мере, напоминаю, выберите того, может, это будет позиция номер 1, того человека, который вам не знаком. Вот спросите на всякий случай, потому что явно тут уже нам карты показали, что завершается что-то в вашей жизни. И мы с вами достанем по 6 карт, чтобы раскрыть каждую личность. Пусть это будет у нас как характеристика. Ну, а 6 карт мы должны всегда выйти победителями. Я всегда об этом говорю. Итак, первый загаданный человек. Пока я достаю карты, вы можете тоже так вот прислушайтесь к интуиции. Поэтому я до карт об этом и говорила. Устройтесь поудобнее. Вот не думайте ни о чем. Или поймайте себя на мысли, о чем вы думаете, когда вам кажется, вы ни о чем не думаете. Вот здесь внимание, между прочим. Мы говорим очень часто шаблон мышления, да, шаблон поведения. Но все-таки мы с позиции психологии рассматриваем. Так вот, нам иногда кажется, что мы ни о чем не думаем. А в это время какая-то мысль крутится в голове буквально. Вот понять или суметь ее как будто зацепить. Это понять себя лучше. Итак, если вам не хватает времени, ставьте на паузу, а мы начинаем. Итак, первая персона, первый человек. Что за человек?
Вот давайте характеристику, пусть нам расскажут карты. Ну, человек, который в отношении вас, может испытывать много добрых эмоций. Тот человек, которому и вы можете точно так же где-то прикипеть душой. Скорее всего, это тот человек, с которым вы строили планы, причем на далекое будущее, с которым явно хорошо мечталось. Может быть, у вас была семья, или вы планировали такую создать. Вы скорее могли планировать, знаете, даже какое-то далекое будущее. Может быть, вы вместе, правда, проживали. Но тут вот именно людей соединяло, ну, какое-то время вы могли вести как вместе хозяйство, или вместе под одной крышей проживать и одновременно что-то планировать по финансам. У кого-то были планы путешествовать вместе. Может быть, и путешествия были, но явно были еще большие планы. Нам уже говорят по этой позиции, все может быть достаточно непросто. Но на самом-то деле, что произошло, вот вы тоже можете узнать. Да, тут была и любовь, тут вот именно были чувства, мои дорогие. И на самом деле первая позиция тут у нас либо семья, либо люди, которые, ну, по крайней мере, планировали строить свое будущее вместе, не разрозненно. Но вот где-то вот эти две карты, да, это чувство, хотя рыцарь кубков всегда говорит о том, что ты тут не замечтайся, потому что вот то, что начиналось, это не гарантия того, что это будет длиться вечно. Несмотря на то, что третья карта у нас выпадает, карта дома, мои дорогие. Но, а в середине иллюзия. Может быть, это вы сейчас еще проживаете, я такое не исключаю. Но здесь ведь вообще-то, будем говорить, сама по себе семерка кубков неплохая карта. Это, знаете, когда нам могло вот так вот вместе мечтаться хорошо, когда мы были как на одной волне, понимали друг друга с полуслова. Вот явно тут есть по первой позиции что-то доброе со стороны двух именно, что есть вспомнить. И что же еще? Ну вот по каким-то причинам, посмотрите, произошел как либо надлом отношений, либо как будто дороги разошлись, двойка жезлов. Для кого-то из вас вы могли разъехаться в силу причин непреодолимых событий. Или, может быть, это по вашему желанию, по желанию человека. Но я тут вижу, что тут все равно какие-то отношения продолжаются. Но вот то, что послужило, да, когда вот, говорят, разошлись как море корабли. Или, может быть, это тот человек, когда вы, опять же повторяюсь, вы вместе проживаете, но вы понимаете, что, ну, мы настолько разные. Нам как будто не то, что не вместе, а вообще в разных морях и в разных океанах нужно быть. Вот что тут? Нам карты ведь об этом не поясняют. Единственное, нам сказали, ну, была изначально какая-то иллюзорность. А ведь отношения, мои дорогие, могли у кого-то продолжаться годами. И на сегодняшний день вас связывает либо финансовое какое-то благополучие, может быть, отчасти, или зависимая ситуация по деньгам, или банально вас связывает жилье, например, или нерешенные вопросы по документам, по финансам, может быть, тоже, да. Но уже, вот опять же, это семерка жезлов. Она говорит, что тут как будто, понимаете, вы столкнулись с таким человеком, или, по крайней мере, вы узнали его с такой стороны, или обстоятельства так сложились, что сейчас вы сами по себе. Сейчас либо вы вынуждены соглашаться на какое-то среднеарифметическое, которое удобно кому-то, либо в вашем отношении тут не готов человек проявляться. Хотя я могу сказать, что все же шестерка пентаклей, для кого-то из вас какая-то помощь, она к вам приходит. И, может быть, эта помощь отчасти и где-то ваша тоже. Ну, вот взаимообмен какой-то у вас все равно присутствует. Но, знаете, вспоминая прежние какие-то состояния, может быть, это у кого-то подарки, у кого-то это семейная жизнь и само по себе благополучие. Все-таки четверка, да, у нас жезлов выпадала, карта дома, когда вот все было стабильно. А почему вот именно теперь произошло? Это так вот не совсем понятно. Карты не характеризуют. Давайте, ну, насколько это откликается, мне, честно говоря, может, кому-то и понятно, а мне так вот ни разу. Поэтому давайте мы с вами немножко, я соберу эти карты, и мы с вами уточним,
Что задуманный человек говорит о вас? Перейдем вплотную к нашему раскладу. Да, чего вы не видите, что от вас скрыто. А это, тем не менее, произойдет или это как последовательность событий. Итак, что думает о вас загаданный человек, что говорит? Ну что же это за какое-то волшебство, да? Мне уже нет смысла продолжать именно с этой картой. Посмотрите, наступил какой-то момент. Ну, может быть, это у кого-то так сложились обстоятельства. Ну, правда, вот бывают же диагнозы, да, или происходит что-то с человеком, когда, ну, даже меняется психика. Увы, это реальность, мои дорогие. Ну, вот как мы говорим в медицине, это клиника, да, вот хоть это совсем не термин для раскладов, но я к чему? Чтобы вы проявили понимание, что иногда в нашей жизни бывают те люди, когда мы их не можем уже изменить. В силу сложившихся обстоятельств, может быть и болезни, может быть и физических каких-то недугов. Вот есть какой-то такой момент. Или когда пусть все со здоровьем там в порядке, да, но вот есть, значит, какие-то еще третьи силы, это точно, которые, тем не менее, они сильнее вас. Или третье обстоятельство, они сильнее вас. Так вот, если мы спрашиваем, что у вас говорит человек, а он, правда, о вас что-то говорит. Он с кем-то даже вас обсуждает. Но сам он абсолютно точно закрывается. Ну вот что говорит о вас загаданный человек? Он собирается, ну, как будто выходить либо из отношений, либо сводить их к минимуму. Но по-другому не скажешь все эти карты, мои дорогие. Свести красиво на нет. У человека, скорее всего, свои планы. Это правда. Какое решение относительно вас либо готов принять, ну, в принципе, мы уже поняли, либо вот-вот примет, к чему вам самим приготовиться. У человека либо на кону переезд. То есть, ну, вот перекладывайте на себя. Я разные позиции озвучиваю, а мы ведь, тем не менее, у каждого что-то свое. Так вот, тот человек, который готов либо вообще куда-то уехать, либо переехать, либо, может быть, даже у кого есть взаимодействие, да, с загаданным человеком, и это именно, вот как я говорила, объективно, именно состояние психики, состояние физики, имеется в виду физиология. Может быть, это уже какая-то договоренность, и тут тоже, ну, как бы жить отдельно. Вот есть такой момент. Я такого тоже не исключаю, но так показывают карты. Тем не менее, по аркану колесницы тут уже какие-то перемены, поэтому человек, вот нам восьмерка уже показывает, что, ну, уже где-то отвернулся человек. Он смотрит в горизонт, но не оглядывается назад. Он даже не смотрит, что рядом с ним или кто рядом с ним. Совершенно другая концепция планов, предпочтений, какие-то свои желания. Он твердо решил, потому что, или она твердо решила, потому что здесь так сложилась, может быть, судьба даже у человека, я такое допускаю, или, может быть, воздействие, опять же, так вот, может быть, ему так выгодно, ведь, ну, такое тоже бывает, да? Поэтому это решение, оно не внезапно, это вынашиваемое какое-то решение, или такое, знаете, вполне продуманное, когда минимизирую, и, может быть, какое-то время даже это вот были или те отношения, которые, знаете, сначала была любовь, был дом, может быть, и была семья, ну, или все равно все складывалось хорошо. А потом какой-то камень преткновения. Нам не сказали какой, ну, может быть, потому что расклад общий. Но все-таки у каждого тут что-то свое, да. И так вот, наверное, прямо с того момента какого-то, может быть, далекого момента, человек, вы продолжали, может быть, общаться за чистую монету, а человек, он уже совершенно другие предпочтения себе формировал. Я, кстати, не исключаю, что тут могут быть действительно третьи лица, мои дорогие, увы. Пусть это будет у кого-то любовная история, причем со страстной любовью, ожидание какой-то встречи именно с конкретным человеком, может быть и так. И, ну, тут мысли работают совершенно не в сторону вас, увы, неожиданно. Ладно, давайте спросим, опять же, человек на выборе. Он уже отвернулся, но, видимо, еще колеблется. Хотя, в принципе,
своей душе, если так откровенен он сам самим собой, он точно знает, что чего-то с прежней истории он не хочет к продолжению. Так вот, лично с вами, как сложится дальше его судьба или отношения. Ну, о вас человек будет очень думать много. Интересная, да, конфигурация? Король мечей, девятка мечей и солнце. Вы знаете, человек может даже, как ни странно, думать, что, к примеру, ну, какая-то не такая женщина. Или, ну, какая-то непонятная. Или может думать, что, ну, мы с ней абсолютно разные. Она, кстати, я такое могу допустить, при всем, при том, что было много чувств. Может быть, вы человек такой, знаете, все же такой достаточно настойчивый, твердый, уверенный. И это даже может не устраивать, потому что человек не знает, что от вас ждать. Мои дорогие, он вас боится? Вот тут действительно может быть такая ситуация. Что же это за такая сложная история? Вот совершенно неожиданная. Я буду вашим благодарна вашим комментариям. Я знаю, что на Немо шикарные у меня подписчики, и я все читаю. И иногда думаю, боже мой, какие коллизии жизненные. Ну, в жизни всякое бывает. Вот тут именно карта внутренних страхов, которая за спиной вот этого короля мечей, это то, что он надежно скрывает, откуда вот и есть. Но знаете, тут, скорее всего, откуда страхи растут, тогда понятно. Двойка жезлов. Это, знаете, как человек все время мечется или ищет что-то лучшее, или пытается, ну, где-то прогнуть свою линию, и все же настроен на то, чтобы именно было так, как он хочет. Более того, человек еще и может быть рядом карта Солнца, достаточно эгоист. Капризный человек, мои дорогие. Но в отношении вас эгоизм, ведь это карта эгоиста. Тут не совсем в отношении вас. В отношении вас то, что за спиной, то есть это мы говорим, ну, как на сердце, на душе, да? А здесь вот мраки какие-то. А вперед ему кажется, я как будто вырвусь, да, вот к этому солнцу. Но почему-то именно солнце вместе с вами первый вариант он не видит. Он видит свое личное солнце, собственное эго и какие-то свои предпочтения. Ну, так складывается. Чего ждать от загаданного человека дальше? Рыцарь кубков. Какие-то старые песни о главном будут. У вас будет с ним явно разговор. Потом какое-то время эти отношения могут вас чем-то удивить, мои дорогие. Этот человек может пропасть на какой-то период. Будьте к этому готовы. Этот человек может устроить игру в молчанку. Этот человек может пытаться даже, я такое тоже не исключаю, как второй заход, знаете, вас, ну, как-то вовлечь в такие двойственные отношения. Понимаете, тут что человека пугает? Что вы уйдете первое. Ну, или первое, перекладывайте на себя. Наш расклад подходит одинаково мужчинам и девочкам. Ну, просто тут у нас и король выпадает. Да и день сегодня особенный. То есть мы с вами уже сказали, что сам по себе на своей волне. И есть хочу, а все остальное, но оно где-то рядом, да. Но вот именно представить себе такое положение, что это мне сказали нет. Или от меня словно развернулись и ушли. Такого человек не может. Поэтому вот именно из-за этой психологической особенности, что он не хочет быть проигравшим, он именно этого боится. Он может к вам сделать еще один, словно подъезд на стриженной козе, когда снова попытается чем-то вас зацепить или вывести еще на какие-то эмоции. Человек, вот вы представляете, вы даже не думаете, а он знает, на какие, может быть, или на каких сыграть струнах вашей души, чтобы вот эта мелодия, которую он хочет услышать, таки сыграла, да, с ваших уст или с вашего поведения, с вашей стороны. Так чего ждать от загаданного человека? Какой-то разговор о возобновлении отношений. Вот четко нам карты показывают. Но эти отношения, я, кстати, не исключаю, тут очень сложная какая-то житейская история. И мы ведь в самом начале говорили, что вполне вероятно, вот по первой позиции, это тот человек, с которым либо была семья, либо
она планировалась или было просто долгое проживание. Но, по крайней мере, что-то подобное, как дежавю, вам как будто придется пережить. Вот если вы буквально смотрите, когда вышло это видео, я вам немного сориентирую по срокам. Это может быть ситуация с начала до конца апреля, потом тоже там может быть пауза непонятная, потом что-то может где-то быть июль, может быть конец июля плюс-минус, ну и где-то октябрь-ноябрь. 2026 год. Я не утверждаю, я просто ориентируюсь чисто так, астрология, скажем. Но мне очень хочется спросить, да что за тягомотина такая? К чему это все идет? Уже мне самой, честно, я не очень терпеливая. О. Наверное, все то, что я сказала, вы для человека как подушка безопасности. Не только подушка безопасности. Вы надежный человек, вы уверенный человек, вы умеете деньги зарабатывать. Даже если денег нет, все равно вы найдете способ, как каким-то образом, чтобы всем рядом с вами было хорошо. Теплый, уютный дом создать. Вы умеете буквально, может быть, уют создать, вот какой-то комфорт даже из, казалось бы, простых вещей. Ну где ж ты тут откажешься? На кону императрица. Но ваш статус, вот как будто, может быть, годы, проведенные с этим человеком, тем не менее, ваш внутренний статус, мои дорогие, он не соответствует этому человеку. Вы полны доброты, любви, и именно это держит человека возле вас. Или каждый раз к вам возвращает, или заставляет его вам устроить вот какую-то проверку на прочность. Ну, правда, первый вариант вообще какой-то непонятный. Поэтому и вот эта мысль, что а если я ее потеряю? То есть человек может думать, настроить себе планов, грандиозных замыслов, а потом так, знаете, такая вот, как змея, так незаметно ему, как в сознание, вот напоминание такое вползает или как будто входит, и а что ты будешь делать, а если она уйдет? И все. И все его карточные домики разрушились в один момент. Ну ладно, для вас-то что? Что вас ждет? К чему это все идет? Для вас, тем не менее, это должно быть. Знаете, как урок мы проходим, правда. 20-й старший аркан. Вы тоже приближаетесь к какому-то периоду или точке невозврата и одновременно нового отчета. Вы за это время качели каких-то или сложных ситуаций. Кто-то из вас, может быть, уже вы все равно идете вперед. Кто-то строит карьеру, кто-то занимается творчеством, или вы что-то изучаете. Вот вы как будто за этот период, пока человек там, ну, что-то, как знаете, какой-то танго у него непонятное, шаг вперед, два шага назад, туда-сюда было. Вы уже за это время, но все-таки императрица. Вы продвинули свои планы, и здесь вы уже окрепли. Вы уже точно знаете тоже, чего вы хотите и не хотите. Вы подходите вместе вот в этой паре с этим человеком к тому периоду, когда вы оба понимаете, что так, как было раньше, так не может быть. И тут каждому нужно решиться. Либо это завершить, либо эти отношения перевести на новый уровень. Тем не менее, вы знаете, я не буду точнее, доставать еще одну карту, потому что последняя у нас шестерка пентаклей. И ведь это карта помощи высших сил. Будем реалистами, все-таки это расклад, но она дает продолжение отношениям. И мы, правда, разные. Кто-то ведь согласится, кто-то даст шанс этим отношениям, а у кого-то некоторые условности. Может быть, это не один урок жизни, а несколько. А кто знает, а может быть, для кого-то из вас это сейчас единственный вариант, и вы вынуждены принимать условия. Увы, жизнь, она многолика, и так тоже бывает. Но тут, понимаете, какие-то уроки мы все-таки должны вынести из этих отношений. Потому что два старших аркана, вот именно вывод какой-то императрица должна определенно сделать. Потому что так, как прежде, так не может дальше продолжаться. Поэтому ну, где-то, знаете, себе цену, хочется сказать. И я не о гордыне, отнюдь. Но нам ведь все карты сказали, что долгое время это какая-то игра была, в которой вы были участники. А тут надо быть не участником, тут нужно быть вожаком, мои дорогие. Вожаком, как минимум, собственной жизни. Но я могу сказать, для тех, кто изберет саму себя, например, да, и я могу предположить, что у вас, как карьерный взлет, заработки хорошие, или когда вы достигнете, может быть, даже популярности, если занимаетесь творчеством. Ну, мало ли, может быть, это вы пишете книги, пишете картины.
Может быть, вы медийный человек, вы тоже, ну, вот именно на публике. Или, может быть, вы развиваете свое тоже как бы о себе, да, может быть, блог ведете, вот элементарно, как и на YouTube, или, может быть, Facebook, может быть, в каком-то из мессенджеров, да. То есть вы умеете зарабатывать деньги, императрица, что тут говорить, то вас тогда может вот именно прорыв финансовый ожидать. И все равно вот эта карта будет тогда говорить, ну, тут уже не про отношения, понимаете как? Вы уже где-то тогда забываете вообще об этом человеке. Ну, вот таким был наш первый вариант. Опять же, я сложу карты. И давайте мы узнаем второй вариант. Что же там по второму варианту нам? Какой человек? Тройка пентаклей. Это может быть, кстати, молодой человек, потому что мы всегда говорим, как карта учебы. Это может быть человек, который с вашей работы, а может быть и с учебой тоже. Или тот человек, с которым вы познакомились именно посредством, решая либо вопросы, либо вместе где-то сталкиваясь по делам. Вот и банально, может быть, на курсах. Ну, давайте мы узнаем, что же там за человек. Ух ты, тут какое-то приятное общение, мои дорогие. Может быть, и правда человек принадлежит к знакам зодиака, к стихии воды. Кстати, там у нас был король мечей, это знаки зодиака стихии воздуха. И если по первой позиции воздух, это у нас близнецы, весы, водолей или асцендент в одном из этих знаков, то здесь у нас рыба, рак, скорпион. Соответственно, и асцендент и в одном из этих знаков. Здесь, знаете, все неплохо, потому что явно есть приятное общение. Может быть, это буквально у кого-то знакомство на мероприятии на каком-то, но, может быть, и не на мероприятии. Все же король кубков иногда о близких говорит, поэтому, ну, вот буквально взрослый ребенок, может быть, да, или пусть какой-то родственник, может быть, да, какая-то задумка явно тут есть, или деловые какие-то отношения, но явно есть и чувства. У кого-то будет все равно любовь, мои дорогие, аркан влюбленные. А вот это да. Тут какая-то интересная персона, которую вы загадали. Но вот семерка мечей будет говорить о том, что человек, ну, может быть, где-то... Я не могу сказать, что он к вам относится предвзято или сугубо где-то, знаете, с холодным расчетом. Нет, конечно. Потому что по второй позиции здесь либо родственники, либо все-таки любовь, мои дорогие. Либо тут такие взаимоотношения, когда, пусть это не любовная история, не страстная история, но какая-то такая дружба теплая, доверительная. Именно дружба, может быть, у кого-то партнерские отношения по работе. Но маг выпадает. Маг, он всегда на своей волне. Маг – это великий практик. И он сейчас вот как будто тоже этот человек на выборе. Может быть, я не знаю, с чем это связано. У кого-то это будет связано именно с тем, что он пытается построить личную жизнь. Хотя, я должна сказать, маг тут не совсем про любовь, конечно. Но аркан влюбленный, два старших аркана. А между ними семерка мечей. То есть человек может оказаться в какой-то непростой ситуации, когда понимает, что, ну, если я скажу как есть, меня не поймут. Начни говорить правду, а потом еще осудят. Здесь человек себя пытается беречь. Человек сам пытается выйти из какой-то, может быть, скользкой ситуации, в которой он оказался. Может быть, человек оказался в недвусмысленном положении даже, ну, я так могу предположить. Потому что семерка мечей, иногда карта мы говорим забрать свое. Может быть, и финансовая история какая-то, она для него сейчас достаточно сложная. Но такой приятный человек, это точно. Вы о нем вот эту семерку мечей, ну, даже если где-то вы подозреваете, что может этот человек, ну, где-то как сфинтить, да, но, в принципе, в отношении вас он вроде бы как, ну, вопросов нет. Здесь именно когда с этим человеком строятся более приятные отношения. Хотя кто-то из вас мог недавно получить окончательное, а может быть и не окончательное. Это получилось как новость неожиданно, или, может быть, оброненная фраза, после которой вы стали делать выводы и оказались сами, как будто, ну, на развилке такой жизненной. Так что же мне делать или стоит ли мне доверять этому человеку? Потому что
Вроде бы речь идет о эмоциях, или у кого-то даже о страстных эмоциях, об искренних эмоциях. А в конце у нас получается практика и материализм. Причем та практика и материализм, которая, ну, где-то она идет собственным подсмыслом. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, потому что у каждого из вас своя ситуация. Поэтому давайте мы с вами узнаем, что же нам немножко поподробнее в отношении вас и этого загаданного человека расскажут карты. Итак, что говорит человек о вас? Возможно, за вашей спиной. Что там на его сердце? Что он скрывает в своей душе? Стабильность, что он говорит. Ну, вас очень уважают, мои дорогие, это точно. Вы ресурсный человек. Вторая позиция. Вы, может быть, даже тут действительно либо дети проходят, либо дружба такая, либо, ну неважно даже какие отношения, но тут в отношении вас, я могу сказать, человек воспринимает, ну, не просто даже как подушку безопасности, а того человека, который надежный, умеет в этой сложной жизни как плавать и выплывать такие, да. Самые лучшие карты, можно сказать, если мы говорим о разговорах. Но вы знаете, о вас может быть слишком много разговоров, о ваших деньгах, о вашем статусе, о ваших возможностях. Здесь говорят-то неплохое. Может быть, даже где-то человек пытается вас защищать. Вот я такое, может быть, если слышит разговоры от третьих каких-то лиц. Но давайте мы немножко продолжим и спросим, а какое решение он для вас готовит или к чему приготовиться вам. По пятерке. Ну, карты живут своей жизнью, это точно. По пятерке жезлов, в принципе, тут какая-то, я уже говорила, путаница в жизни человека или очень много разной информации. Человек запутался, правда? И с одной стороны, я могу предположить, что у кого-то человек именно моложе вас. Или пусть он даже не моложе вас, где-то даже старше вас. Но жизненного либо опыта не хватает, либо не оказывался еще в таких ситуациях, как вы. Нет того опыта за плечами. Ему как будто еще предстоит только этот опыт набрать. И вот к чему приготовиться, мои дорогие. Тут посмотрите, карта мага и отшельник. Человек будет поступать, пока, по крайней мере, он себя настраивает, или, может быть, так обстоятельства где-то подводят его именно к этому, что нужно как будто самому выбираться. Вот у кого-то проиграется со знаком плюс именно та история, когда вы кому-то помогали, да? Тогда вот это будет тот человек, который, как ни странно, может сказать, что мне очень долго ты помогала или ты помогал, но вот теперь мне нужно как-то самому или самой. Надо пробовать. Надо как будто в этой жизни чего-то представлять из себя самому. И карты нам закрывают. Вот если мы говорим, что там на его душе, все-таки опять же выпадает карта мага. Потому что очень много сложных мыслей. Может быть, он работает с информацией, он ищет работу, к примеру. Или как жизненный путь вот сейчас ищет. И рассматривает абсолютно все варианты. Нам, правда, не сказали, к чему это вам приготовиться, да? Но тут именно сам человек пытается взять на себя ответственность. Я бы сказала так. К чему, вы знаете, вам приготовиться? Какая-то победа. Вы знаете, вы можете порадоваться за этого человека. А для кого-то из вас это у вас может быть совместный труд. Вы можете как одним делом заниматься или один и второй принимать участие в какой-то идее, задумке, теме. Тут вас двоих может ожидать финансовая прибыль, достаток. Кто-то может даже вместе с этим человеком куда-то поехать. Причем поехать очень далеко. У кого-то это будет просто переезд. И может быть, ну разный, да? Мы уже дистанцию не рассматриваем. А у кого-то это просто путешествие. Но здесь явно какая-то победа. Я тут вижу, у вас тандем, мои дорогие. Может быть, я не утверждаю, но может быть все-таки карта отшельника. Загаданному человеку нужно дать время, чтобы он с чем-то определился. А как дальше сложатся ваши отношения? Хотя нам вот сразу карты где-то и раскрыли. Пятерка кубков. Будет либо какая-то новость, смотрите, либо от человека.
Либо вы вдвоем узнаете какую-то новость, и с одной стороны, один из вас может быть, ну, как опечален, или все-таки может быть чем-то раздосадован, расстроен. Потому что, почему это происходит? Потому что вы что-то предполагали не так. Мы смотрим на человека, и все же, да, как дальше сложится вообще-то ваши отношения, спросила. Нам выпадает карта колесница, карта успеха, но это карта и движения, опять же, переезда и перемен. И тут получается, что вот именно перемены какие-то в жизни и вас, и в жизни человека. Но почему-то с двух сторон. Один из вас как будто, ну, так вот горюет или о чем-то сожалеет, а у второго нет времени, ему как будто нужно ехать. Может быть, вы и вместе едете, вот, кстати, и будете уезжать где-то, покидать, может быть, или переезжать, или вам придется вдвоем на что-то решиться. И будет, знаете, какая-то оскомина, которая, или ностальгия, как воспоминание, что нам приходится оставлять. Ну, иногда это бывает банально, когда мы переезжаем. Правда, с насиженного места всегда сложно. У вас просто карты такие выпадают. Аркан именно Шута часто говорит о смене места жительства, о новых дорогах, о новых маршрутах, о новых горизонтах. Вообще, это, знаете, вот как жизнь с чистого листа. А мы смотрим на вас практически вдвоем. И первая карта у нас победа. Я не отрицаю, что это и человек как бы сам может на это решиться. Но мы уже дальше ведь продолжаем именно по отношению к вам. Поэтому я тут вижу, и вместе вы тоже можете на что-то решиться, причем на такой поступок, который вы друг от друга даже не ожидали. А все же давайте спросим, а вам чего ждать от загаданного человека? Пауза. Семерка мечей. Вот сложно, да, по этим картам сказать. Все так оно развивалось. Недаром маг-волшебник. Мне не хочется говорить этого, потому что по этой карте, вот по этим картам, да, это когда, ну, может быть, проиграется, как я говорила, по пятерке кубков, когда мы чем-то разочарованы. Может быть, ситуация, когда человек должен ехать, причем быстро. Или должен... Жизнь, она сложная у нас бывает, да? Или иногда то, что неожиданно, как будто мы не можем оставаться в одном месте, или нам нужно сейчас действовать, может быть, и по другим каким-то причинам, может быть, это работа, достижения. Но вообще-то мы вместе даже тут говорили. Но я не исключаю и такой момент, что для кого-то действительно в определенный период жизни как будто дороги расходятся, мои дорогие. Расходятся именно потому, что вы можете оказаться как с одной стороны или с одной позиции какой-то жизненной истории, а человек с другой. Может быть, это буквально территориально вы с одной стороны где-то, а человек где-то в другом месте. Здесь будет очень много эмоций, тут все равно идет какая-то взаимосвязь. Но я не исключаю, что вместе с этим, чего ждать от загаданного человека, здесь, может быть, даже если я сказала, вы куда-то едете вместе, то даже куда-то переезжая, то там эта ситуация может повториться. В каком плане? Может быть, это вместе какое-то путешествие, поездка, но там, ну, как-то тоже не будет взаимопонимания, мои дорогие. Либо человек будет абсолютно точно занят своими делами. А что это в отношении вас? Вот, может быть, нам и говорят у жезлов, это будет какое-то событие или какая-то информация, которая заставит делать выбор, мои дорогие. И, кстати, этот выбор может быть связан именно с деньгами. И еще и карта Верховный Жрец. Я точно так же могу сказать следующее. Ну, тут какая-то сложная история, правда. Тут могут быть двое близких людей, неважно, родня или не родня, или именно эта пара. Когда, мои дорогие, смотрите, что может измениться даже так в вашей жизни. Когда наступает какой-то период у вас, и нам сегодня говорят, что вы ресурсные, это вы скорее кому-то помогаете, кому-то
либо как взрослеть. Ну или, может быть, какому-то человеку действительно оказываете помощь финансовую, участием, может быть, своим. Но изменится вот именно в том ключе, когда произойдет все наоборот. Наступит тот момент, я вот теперь уже больше вижу так, что будут перемены, когда активность будет лежать вот на том человеке, о котором вы задумали. И придет пора, что вам будет человек помогать. Вот я этого тоже не исключаю. Поэтому я бы сказала, вы знаете, давайте остановимся на этом. Все же у нас тут не просто аркан, раз выпал Верховный Жрец, это нам, знаете, как по судьбе. А рядом денежная карта. Ну вот есть вот ситуация выбора, которая причем, или знаете, когда, ну нам все-таки сложно по двойке мечей что-то воспринимать, ну так вот абсолютно беспристрастно, не получается. А первая карта туз жезлов, она может как раз свидетельствовать о том, что мы можем именно через известие или какую-то новость, или какое-то обстоятельство. И, может быть, вот наступает как раз тот момент, ведь туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Поэтому вполне вероятно, я и говорю, что вот какой-то сложный период у вас все равно останется за плечами, но вполне вероятно, что вот как вы сейчас кому-то помогаете, то впоследствии человек поможет вам. Ну, давайте с вами продолжим. Вот таким был второй вариант. Какие-то у нас варианты непростые. Что такое? Вот я вообще не знаю. Итак, третий человек загаданный. Королева кубков. Беспристрастная любовь, хочется сказать. Может быть, вообще у нас тут интересно выпадает. Это тот человек, который способен любить бескорыстно. Это тот, который альтруист, мои дорогие. Но это может быть и тот человек, который готов на самопожертвование. Может быть, ради вас. Ну, мы по полу карту не рассматриваем. Но, тем не менее, это тот человек, который именно готов забыть где-то о себе. Карта любящего человека, однозначно. Что же сам за человек? Чей сильный человек? Что же... Ого, тут как интересно у нас получается. Где-то и сильный, и уставший. Тут явно какая-то пара у нас буквально выпадает. Вот, между прочим, если вы загадали на действующие отношения. Ну, или пусть, вот как я предлагала, встреча, может быть, с человеком, да, что ждать, то тут для кого-то, может быть, человека встреча такого, который занимает определенный, как пост, или имеет вес в обществе, мои дорогие. Тут могут быть такие даже как бы отношения у вас, которые могут, ну, знаете, как, ну, наверное, Наполеон и Жозефина, вот что-то подобное может быть, потому что пара именно выпала. Здесь нам говорят о том, что тяжеловато людям, да, и что говорит о вас? Это, знаете, ничего плохого нельзя сказать. Вот именно поэтому у меня такое сравнение Наполеон и Жозефина. То есть это, знаете, как у императора должна быть такая вторая половина, которая соответствует ему и по статусу, и по внешнему виду, и по имиджу, и умом, соответственно, да. То есть очень большие требования могут быть вот у человека к вам. Но сказать, что вот тайные какие-то разговоры, чтобы он вел, да, или, например, по аркану, даже если мы рассматриваем сила. Да никогда. Ни император, ни карта силы не будет говорить о том, что готов человек того, кто любит или кого он любит, обсуждать с кем-то. Но, может быть, сложно строиться вот отношения. И тогда загаданный человек или тот человек, ну, кого вы предполагаете, ну, он может чувствовать, мне сложновато, потому что двое, но каждый на своей волне. Что может еще говорить? Ну, тут скорее, что думать может человек. Тут, знаете, пусть все идет, как идет. Человек может продолжать отношения, развивать отношения. И будет, ну, как надеяться, может быть, даже чувствуя, что очень многое соединяет. Или очень сильные чувства будут соединять двух людей, мои дорогие, правда? Тут не просто какая-то страсть даже, да, тут, скорее всего, с этим человеком именно душевная какая-то связь есть или контакт какой-то. Потому что, несмотря на то, что нам показаны двое сильных людей,
то тут, скорее всего, есть еще и, вот знаете, вот душевность, она все равно присутствует, потому что первый у нас аркан все-таки выпал именно королева кубков. Тут именно любовь. Но я должна сказать, что тут непростая история, потому что тут каких-то тысячи неопределенностей. Или, может быть, вы познакомились в тот период, когда что-то вокруг происходило. Или, знаете, были какие-то метаморфозы. Может быть, это были внешне непреодолимые события. Вы могли познакомиться с этим человеком в тот момент, когда вам было очень тяжело. Может быть, и ему было тяжело, и он познакомился с вами. Тут смело можно сказать, что вас как свела вот именно судьба, как сама фортуна. И поэтому тут, ну, как прикипели душой, понимают друг друга и восхищаются одновременно. Тут ни о каких тайных разговорах, которые бы были, ну, со знаком минус, вообще речь не может идти. Единственная королева мечей может говорить о том, что, может быть, женщина где-то, назовем это так, неважно, кто меня сейчас смотрит, женщина где-то, ну, может быть, или сама по себе риска, или человек может чувствовать, да, вот и как тайна. Это та тайна, скорее всего, которую человек будет в себе хранить и ожидать от вас, может быть, каких-то таких ситуаций, когда вы можете поступить для него неожиданно, но вы-то сами по себе. Вы как на своей волне. Вы кошка, которая гуляет сама по себе. И вот это качество, как ваша сила, все-таки аркан сила. Может быть, ваше умение жить, умение правильно, ну, где-то вести дом, хозяйство, распоряжаться деньгами, может быть, еще и кому-то помогать. Но вот как-то вы умеете жить. Вот много у вас таких качеств, которые человека именно восхищают. Я по третьему варианту, тут никакого минуса, тут сплошные плюсы, тут только дифирамбы можно петь. Но вместе с тем элемент непредсказуемости у вас он все-таки есть, потому что вы персона самодостаточная. Прогибаться вы ни под кого не будете. Вот давайте теперь узнаем. Раскроем. Какое решение относительно вас готов принять человек? Вам к чему приготовиться? Какое решение относительно вас готов принять человек? Много какой-то спорной информации. Много, может быть, кстати, у человека даже складывается такое, ну, мнение, смогу ли я жить вместе, сможем ли мы что-то продолжать. Может быть, человек сам оказался в такой ситуации, кстати, относительно вас, когда у человека уже есть, с учетом первой пятерки жезлов, ну, либо какой-то опыт, либо у человека в данный период жизни много каких-то неопределенностей, которые связаны не с вами. Но все же у нас король Пентаклей. Это тот человек относительно вас. Вообще-то это карта супругов. Вы знаете, тут может человек бороться как будто с самим собой, признавая вашу, ну, какую-то уникальность. Именно уникальность. Вот меня, наверное, сегодня смотрят удивительные люди, в который раз выпадает карта императрицы. Вот это все у вас, это правда. И какие бы люди вас не окружали, мои дорогие, люди вас воспринимают, они чувствуют. Может быть, даже вас более сильной личностью, чем вы себя сами. Мы ведь начали с чего? Вспомните, правда, наша, ну, как сигнификация вас. Вы немножко растерялись, и вы действительно устали. Все абсолютно видят вашу силу. Поэтому кто-то имеет заинтересованность, кто-то имеет искреннее отношение, а кто-то восхищается, мои дорогие. Ну вот как-то так. По аркану императрица. Тут, знаете, человеку будет очень сложно, может быть, прийти к выводу, что, ну вот как нужно смириться, или как нужно, вы знаете, ну, чтобы вас не потерять, где-то с вами быть и честным, и откровенным, и, может быть, с вами выстраивать отношения не совсем, которые называются, да, как дружба или какие-то контакты, или пусть даже проживание вместе, и выпадает императрица. Это карта статусного человека. Имеется в виду, что с этим человеком, ну, как под венец идем, мои дорогие. Но давайте еще.
что он готов. Или какое решение относительно вас. Сложно будет ему даваться это решение, мои дорогие, это точно. Потому что будет желание закрыться и в то же время перевести отношения на новый уровень. Скорее всего, судя по этим картам, он будет долго думать. И вот эти противоречия, когда либо уже вообще все завершить, и страх, может быть, перед тем, как такой хорошенечко подумав, вас потерять, или с другой стороны, у кого-то может быть и такая история, как я говорила, вы кому-то помогали, или вас судьба встретила в какую-то сложную именно минуту. Я могу сказать, что тут может быть такая ситуация, когда человек, вы с ним познакомитесь, например, да, может быть, или познакомились уже, когда это с его стороны была какая-то помощь, но он воспринимал вас, ну, несколько однобоко. А потом за развитием отношений он у вас открыл совершенно с другой стороны. И, может быть, тоже где-то внутренние страхи, они появились, потому что в какой-то период времени человек понимает точно, да я совсем ее не знаю. Я действительно не знаю, каким образом, может быть, развивать дальше отношения и каково мое место, именно мое место. У кого-то из вас даже конфликты могут быть. Может быть, этот конфликт уже случился. 20-й старший аркан суд. Вот здесь какая-то непростая история, которая может быть отчасти связана с внешними событиями, как я говорила. С другой стороны, она могла быть связана именно с тем, что вот как вы себя повели. Я больше вижу именно вы, как себя повели. Потому что, ну, приходится, может быть, вам или пришлось, довелось каким-то образом себя отстаивать. Или была какая-то история в вашей жизни, может быть, это касалось работы, а это не работа, а личная жизнь, предположим. Вы проявили явно твердость характера в тех вопросах, когда, ну, вот человека это заставило задуматься. Ну, а что же это? У кого-то даже дети могли быть или могут быть, мои дорогие. Вот здесь как будто жизнь все равно, она меняется. И обстоятельства тоже меняются. Но карты нам не говорят пока какой-то конкретной ситуации. У кого-то из вас, кстати, все же по третьей позиции, как были вместе, но, может быть, потом разошлись в силу разных причин. Может быть, продолжаете сейчас общаться. И да, может быть, и была взаимопомощь, но потом как-то вот дорожки слегка разошлись. Ну вот все карты нам говорят о том, что сейчас как будто каждый делает выбор. И вы делаете выбор, и человек делает выбор. То есть какой-то камень преткновения все-таки он присутствует. Какое-то разочарование присутствует. Либо это будет из-за того, что, ну, у человека где-то внутреннее, да, тем не менее, хоть нам и император, но сомнения у него определенно есть. Но нам-то тут императрица все-таки пара, понимаете, тут вот как не разлей вода. Какие-то отношения, которые сложно строятся, я уже об этом говорила. Но они все равно должны как будто пройти вот эту трансформацию именно для того, чтобы это выстроилось в какую-то единую систему или расстаться окончательно. Ну, давайте, так как дальше сложатся ваши отношения? Ну, сейчас какая-то путаница. Ну, нет, тут сохранение. Сохранение, мои дорогие, это точно сохранение отношений. Хотя по рыцарю мечей это, знаете, есть какая-то истина, правда, которую нужно принять и одному, и второму. Тут, скорее всего, договариваться придется. У кого-то это будет ситуация через работу. Ух ты, а у нас король мечей. Ну, это не император, конечно, но будем говорить, это у человека много мыслей. Человек на выборе, это точно. Вот третья позиция, третий вариант, да, мы говорим. Как дальше сложатся ваши отношения. Тут и вы будете выбирать, тут и человек будет выбирать. Он запутался, правда. И вы для кого-то будете, ну, несколько неожиданны. Вот, кстати, может где-то перекликаться с первым вариантом. Там ведь тоже у нас король мечей. Ну, давайте мы подытожим все-таки. Какие-то у нас очень сложные расклады. Чего вам ждать от загаданного человека? Лично вам чего ждать? Карта праздника, тем не менее. И паузы. А еще что? И иллюзий.
Продолжение отношений, которое как ностальгия, а тем не менее победа. И королева мечей. Сложится ли этот союз? Будут ли люди вместе? Вот это да. За третью позицию у нас выпало в течение, да, нашего расклада император, императрица. И у нас с вами выпало вот как будто отношения, да, вот это вот, я уже не ворошу это все, но тут ведь у нас очень много таких непонятных карт, причем мелких. Вот именно какая-то путаница, мои дорогие, она точно произошла. И вот нам почему и говорят, может быть, тут нужно именно какой-то окончательный вывод принимать. Вывод, может быть, делает даже мужчина, я это не исключаю, к примеру. Потому что именно выпадает дальше у нас и первый выпал император, и последний у нас как будто выпадает. Ну, в конце, по крайней мере, король мечей. Но у нас самое последнее, мои дорогие, я надеюсь, это видно. Король мечей, королева мечей. Все равно пара выпадает. Трансформацию проходят оба. И вот это у кого-то может сложиться именно такие отношения, когда это ступенчатость какая-то, когда в несколько заходов даже люди пытаются быть вместе, мои дорогие, но как будто в конечном итоге, вот я, да, подводила финал, вы увидели, ведь это уже совершенно новая какая-то концепция жизни, а это словно нам по судьбе. Третья позиция, ну, я могу сказать, договариваться придется. Причем и со стороны у кого ностальгия или чувство, и со стороны того человека, который рационален и холоден. Победа должна быть совместной. Вот именно по третьей позиции. Но она, ох, как нелегко дается. Я могу предположить, некоторые, вот мы называем это качелями. И, ну, тут умом не понять. Но, может быть, и правда, людей именно объединяет душевная, искренняя любовь. Но оба сложные. Куда же деться от этого? Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я искренне надеюсь, что наш такой долгий расклад был для вас чем-то полезен. И мы с вами провели приятное время, или какие-то подсказки вы получили. Я буду благодарна безмерно вашим комментариям. Оставайтесь со мной. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации на моем сайте. И все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.